Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, тех, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну, а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня у нас на календаре 1 февраля, сегодня начался последний месяц зимы, и киевское время 19 часов. Итак, оперативная обстановка. Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражение потерпела гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Высокая остается вероятность российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине. Ну, не хочу загадывать, но тем не менее давно не было ракетных обстрелов, более массированных, поэтому мы в готовности их отражать и в готовности того, что Россия может в любой момент их нанести. Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях, несет большие потери, ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлении. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорная, Раздольевка, Благодатная, Красная Гора, Бахмут, Просковьевка Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Сумской и Харьковской области. В эти сутки Черниговская область, им повезло, обстрелов не было, не зафиксировано во всяком случае. На Купянском и Лиманском направлениях продолжаются позиционные бои. Противник проводит попытки наступательных действий с целью вытеснить наши силы обороны с тех рубежей, на которых мы сейчас остановились. Все попытки противника безуспешны, успеха он не имеет, и все атаки российских оккупационных войск на наши позиции отбиты на этих направлениях. На Бахмутском направлении ведутся бои в районе Красной Горы и Васюкивки. На сегодняшний день противник успеха не имеет. За прошедшие сутки линия фронта в районе этих населенных пунктов не изменилась. Враг продолжает штурм обоих частных секторов в самом Бахмуте. Но безуспешно. Тоже линия фронта стоит. Успеха противник не имеет. Ситуация возле Ивановского очень тяжелая. Противник пытается прорваться к трассе для того, чтобы перерезать снабжение города Бахмут. И это, в принципе, будет угрожать полуокружением самого Бахмута. На данный момент на этом участке в направлении Иванковского идут ожесточенные бои, но за прошедшие сутки противник успеха не имел. Его продвижение в направлении трассы остановлено вооруженными силами Украины. На Авдеевском, Новопавловском направлениях ситуация без изменений. Ситуация в Авдеевке, Марьинке и Угледаре контролируется вооруженными силами. Единственное, что противнику удалось продвинуться, но это было в предыдущие сутки, в направлении продвинуться к северу от Новобахмутовки, и больше никаких изменений там нет. За прошедшие сутки линия фронта не изменилась. Далее Запорожское направление, там идут позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими огневыми ударами. Под огонь российской артиллерии вражеской попали районы более чем 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись
районы 21 населенного пункта вдоль на правом берегу реки Днепр. Есть жертвы среди гражданского населения. Несмотря на такие ожесточенные усилия атаковать наши позиции, противник продолжает нести огромные потери. Наступление, волны наступающих, они сменяют одна другую. И причем они гонят следующих. Опять же, ситуация повторяется, она не меняется уже, наверное, в течение нескольких месяцев. Как вот наемники ЧВК Вагнера начали активные наступательные действия в районе Солидара и Бахмута. Вот, наверное, с той ситуации, да, поменялись войска, ушли наемники, пришли десантники, то есть регулярные части вооруженных сил России, но ситуация как бы не поменялась. Гнали наемников, теперь гонят тех же десантников. Кстати, информация из неподтвержденных источников, точнее слухи вокруг Генерального штаба Российской Федерации говорят о том, что у Герасимова уже назрел внутренний конфликт с командующим воздушно-десантными войсками российских вооруженных сил. Почему? Потому что Герасимов с одной стороны понимает, что самые боеспособные части это морская пехота и десант. И поэтому использует их, потому что раньше гнали наемников, мы знаем там и про заградотряды, и про вот эту мотивацию того, что жестокое обращение, что они зэки своих боялись больше, чем наших, поэтому шли в атаку в надежде получить легкое какое-то ранение и уехать с этой, и попасть под амнистию, или хотя бы выжить в этой ситуации, то сейчас они используют для того, чтобы темпы или натиск атаки не снижался, они используют десантные части. Но они их используют как пехоту, как обычную пехоту, которая должна встать и в линию пойти, удерживая линию, пойти в атаку. На что командующий ВДВ, естественно, понимая тактику действий воздушно-десантных войск, естественно, высказывает свое недовольство, что десант жгут в качестве обычной пехоты. Вот. Это очень хорошо, что у них там начинаются внутренние распри. Я думаю, что дыма без огня не бывает. Так что, несмотря на то, что информация не проверенная и неофициальная и требует подтверждения, я думаю, что вот этот вот, как у нас любят говорить слово «срач», в генеральном штабе российской страны-агрессора России все-таки происходит. Так вот, а подтверждение вот эти и потери, соответственно, огромные, и десант уже укомплектован мобилизованными в большей степени, чем кадровыми военными, которые в нем служили еще до начала массированного вторжения. То есть это все ослабляет, и мы можем сделать вывод с вами, что если десантные части на пределе своих возможностей, неся огромные потери, пытаются атаковать наши позиции, то представьте, если в бой пойдут основные части мотострелковые, которые укомплектованы на 80-90% укомплектованы мобилизованными, то там обученность личного состава и боеспособность этих частей будет еще ниже. Что для нас хорошо. Единственный недостаток, который будет создавать нам проблемы, это массовость. Массовость наступающих войск. Но для этого, я надеюсь, у нас будет достаточное количество минометов и пулеметов. Так вот, в подтверждение того, что российские войска несут огромные потери, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. То есть фактически, где в прифронтовой зоне, везде, где есть медицинское учреждение, оккупанты сразу же делают из него госпиталь. Сразу же, потому что раненых просто огромное количество. И вот даже вот здесь, в Новоивановке, они обустроили в Луганской области госпиталь, на лечении находится около 100 российских военнослужащих.
Вы же понимаете, что в таких населенных пунктах медицинское учреждение это не такое большое, там койко-мест очень мало. Тем не менее, 100 человек уже находятся в этом госпитале. Это только его обустроили. Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи отправляют на передовую. То есть никто ни с кем там не панькается. Лечение чем-то напоминает бравые похождения солдата Швейка. Да? После клистера и заворачивания в мокрую холодную простыню все соглашались идти на фронт. Примерно так же и здесь. Перебинтовали, оказали первую медицинскую помощь и отправили, вкололи обезболивающее и отправили на фронт. Возвращают назад. То есть никто не собирается их там эвакуировать поэтапно с предоставлением следующей, более квалифицированной медицинской помощи. Там же, вы знаете, да, военно-полевая медицина, она идет поэтапно. Идет первая медицинская помощь, потом доврачебная медицинская помощь, потом врачебная и так далее и тому подобное. Этого ничего нету. Просто свозят в места эвакуации, оказывают первую медицинскую и по возможности возвращают в строевые части. А насчет того, что не учитывает степень тяжести ранения, занижает, потому что выплаты надо производить в зависимости от тяжести ранения. А если пишут среднее, ему пишут легкое, соответственно выплаты там 3 копейки. А если не записывают вообще в медицинскую карточку, допустим, легкое ранение вообще не учитывают. Ну, царапина у тебя, не волнуйся, там, до свадьбы заживет, как обычно любят говорить. Тогда вообще никаких выплат не положено. И этим самым обманывают личный состав. Кстати, обман состоит еще в том, что многим мобилизованным, которых привезли в Украину, как выяснилось, в месте отправки обещали, что они будут находиться в 3-4 линии. То есть они будут служить в тыловых, фактически в тылу и просто обеспечивать там, ну, как воинская часть, обеспечивать оборону тыловых объектов вдали от линии фронта. А в результате получается, что они попадают на ноль. И вот фактически уже надо вставать, выпрыгивать из окопа и идти в атаку на наши позиции. Вот такая вот у них складывается там ситуация. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 9 авиационных ударов по районам сосредоточения техники и личного состава противника и 2 авиационных удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 состав с боеприпасами. Вот такие вот военные события произошли за прошедшие сутки на линии фронта и на оперативных направлениях в Украине. Ну, скажу так, что к середине недели ситуация немного во-первых, стабилизировалась линия фронта. На многих участках удалось взять ситуацию под контроль, остановить продвижение российских войск. Ну и активность боевых действий немного снизилась. Несмотря на то, что на некоторых участках атаки продолжаются с той же интенсивностью, как это было на прошлой неделе. Ну а теперь немного о военно-политических событиях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Ну, надо отметить, сегодняшний день ознаменовался каким-то, ну я бы даже, наверное, сказал, фейерверком активности правоохранительных органов. Причем подключены все, начиная от контрразведывательных, таких как служба безопасности Украины, офис генерального прокурора подключился, Госбюро расследований не отстает от них. И вот что происходит в Украине. Председатель подкомитета по надзору за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности,
обороны и разведки, ну это так называется комитет, это официальное название, сообщает, что сегодня правоохранительные органы Украины проводят обыски в налоговой, в частности города Киева, вручают сообщения о подозрении должностным лицам Министерства обороны. Там 3 должностных лица, начиная от замминистра обороны, получили, им вручены подозрения в растрате государственных средств. Также проводят обыски в доме у Коломойского по уголовному делу Укрнафта и Укртатнафта. Ну, кстати, все вспомнили в этом контексте, все вспомнили знаменитую фразу «пойдем кофе пить». Почему? Потому что тогда она прозвучала именно когда начиналось расследование по вот этим вот фактам управлением Укрнафты и Укртатнафты. Далее, целая серия негласных следственных действий проводится правоохранительными органами, о которых мы с вами, я так понимаю, узнаем в дальнейшем в ходе досудебного расследования. Также сегодня проводились обыски у Авакова в доме, и эти обыски связывают с трагедией в Броварах по факту покупки вертолетов фирмы Airbus, французских вертолетов, Министерством внутренних дел Украины. Также обыски проходят у всем известного пана Столара. Знаете, да, такого, фамилия на слуху у всех, тоже там же проходят. И на вот момент записи этого видео есть сообщение о том, что все руководство таможни Украины, я так понимаю, потому что не конкретизируется, уволено со своих должностей. Вот такая. Кстати, даже уже появилась фамилия должностного лица, который будет исполнять обязанности главы таможни. Вот. Не запомнил фамилию, поэтому не буду сейчас рыться и называть ее вам. Но сам факт, что вот такая масштабная операция в основном, я так понимаю, что все дела связаны то, что связано с государством, это коррупционная составляющая здесь главная. Вот. Ну а что связано с персоналиями, то, думаю, тоже все вместе, все идет в контексте коррупционных дел. Единственное, что хочется, вот как человеку и гражданину, хочется, чтобы это все завершилось приговором суда в плане расследования, чтобы это все не ограничилось только обысками, а потом дела начнут разваливаться в суде, потом пойдут судебные иски о восстановлении в должностях и еще и компенсации за счет государства в связи с незаконным увольнением или отстранением и так далее и тому подобное. Очень хочется, чтобы это все дошло до логического конца и получило бы свой логический итог в плане наказания, если будет доказан состав преступления. Ну, посмотрим. Я так понимаю, что сегодняшний день ознаменовался началом славного пути борьбы с коррупцией. Насколько он будет эффективным и как долго он продлится, покажет время. И мы будем с вами это наблюдать. Ну, а из международных новостей первое хочется отметить Франция. Франция удивляет как никогда. Насколько я всегда говорил и отмечал, что анализируя участие Франции в помощи Украине, то президент Франции Эммануэль Макрон всегда отделывался таким, можно сказать, легким испугом. Как только начиналась критика в сторону Франции, сразу же батарейку Цезарей подбросил. И мы все радовались, что да, это так. Помощь, бронемашины дал, колесные танки дал. Вот это все так как. И в основном я бы не сказал, что Франция постоянно была на слуху. Вот Германия, да, она постоянно на слуху. Польша, да, постоянно на слуху. Мы все это знаем, понимаем, другие страны. Даже Финляндия, на мой взгляд, звучала гораздо чаще, чем Франция. И тут Франция
делает такой рывок, я бы сказал, в оказании военной помощи Украине. А именно, принято решение передать 12 САУ «Цезарь». Сразу 12. Но эта новость еще прозвучала позавчера. А также министр обороны Франции Себастьян Лекорню сделал такое заявление, что принято решение, что Франция будет обучать военнослужащих вооруженных сил Украины. И также министр обороны Франции сделал следующее заявление. Первое. Франция берет на себя обязательство поддержания в работоспособном состоянии уже переданного оборудования, в частности гаубиц «Цезарь». Все, которые они передали, они берут на техническое обслуживание, ремонт и обеспечение их работоспособности. То есть боеприпасы и все остальное. В рамках фонда поддержки Украины на содержание будут направлены несколько десятков миллионов евро. Франция это все будет оплачивать. Снабжение топливом и боеприпасами уже поставлены техники и вооружения. Это берет на себя Франция. Организация обучения украинских военных. К лету 2000 украинских военных пройдут обучение во Франции. Также до конца месяца Франция направит 150 инструкторов, которые будут обучать 600 украинских военных в месяц. Вот такие вот. Ну и также Франция обеспечит достаточные запасы ракет для зенитно-ракетного комплекса «Кротайл». Помните, да, они нам передали эти ЗРК. И вот они взяли на себя обязательство, что боеприпасы к этому ЗРК будут поставляться в необходимых количествах. И в рамках фонда поддержки Украины Украина получит радар GM-200. Это радиолокационная станция раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Это то, чего нам сегодня не хватает в системе построения нашей противоракетной обороны. Вот такое вот прорывное, я бы сказал. Вы знаете, такое, можно сделать вывод, на основании такого заявления министра обороны Франции, можно сделать вывод, что Франция кардинально меняет свою позицию в отношении России. И если раньше Эммануэль Макрон, я так понимаю, что искал способы и пути договориться с Путиным, помните, да, постоянно его эти попытки позвонить, поговорить с Путиным, что нас сильно раздражало и вызывало у нас критические заявления в отношении Франции, то скажу вам, такой пакет помощи, который огласил министр обороны, на мой взгляд, свидетельствует о том, что Франция окончательно разуверилась в том, что с Путиным можно договориться. Они понимают, что с Путина можно только победить на поле боя. По-другому он ни на какие компромиссы или переговоры идти не собирается. Далее, министр иностранных дел Украины Кулеба сообщил, я так понимаю, что посчитали примерно, и он сообщил следующее, что в первой волне пакета помощи, который был утвержден на заседании в формате Рамштайн, Украина получит до 140 современных танков. И еще рано называть все страны, как он сказал, и их взносы, потому что некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, сказал министр, что в первой половине взносов ВСУ получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это имеется в виду не советского образца, а западных моделей. И да, я еще должен добавить сюда, помните, я вам зачитывал, да, перечень, кто сколько каких танков дает, так там вот часть стран не определилась еще с количеством этих танков. Поэтому цифра так колеблется от 120 до 140 единиц. Но тем не менее. И причем это первая волна. Это те танки, которые будут поставлены, я так понимаю, до конца марта, это точно. Далее. Вооруженные силы Украины получат еще 105 разведывательных беспилотников типа «Вектор». Компания Quantum System объявила о поставках 105 дополнительных разведывательных БПЛА с большой продолжительностью полета типа «Вектор» для военной поддержки вооруженных сил Украины. Финансируется заказ этих беспилотников правительством Германии. Это вот надо отдать должное немцам, огромное им спасибо в том, что в плане
в плане финансовой и гуманитарной помощи они впереди планеты всей. Ну, в плане вооружений, после того, как Олаф Шольц поменял свое мнение в плане относительно поставок тяжелых вооружений, то есть дал согласие на поставки танков. Кстати, это открывает же, практически это открывает шлюз. И теперь страны-партнеры могут наращивать эти поставки и увеличивать количество поставленных танков Украине. Я так понимаю, нам необходимо преодолеть сейчас главный барьер, это получить первый комплект экипажей, обученных работе на этих западных танках. Дальше система начинает работать в режиме автомата. То есть это создается в учебных подразделениях, обучаются люди, которые становятся инструкторами, и они просто дальше начинают учить экипажи из вновь прибывших военнослужащих. Ну и вдогонку, опять же, не отходя от темы Германии, Олаф Шольц сделал заявление, тоже, кстати, заявление ложится в канву позиции Франции. Вот то, что я вам сейчас объяснил, что, скорее всего, Шольц, точнее, скорее всего, Эммануэль Макрон для себя, видимо, сделал вывод, что ни о каких договоренностях с Путиным на сегодняшний день быть не может. Так вот, Олаф Шольц сделал заявление тоже в этом контексте, немножко в другом ракурсе, но все равно. Олаф Шольц заявил, что условием для переговоров по России является выведение российских войск с территории Украины. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, любые мирные переговоры должны быть оговорены выводом России ее войск с территории Украины. Кроме того, не может быть ни одного заключенного мира с Московией за спиной украинцев, добавил Шольц. Вот такое вот заявление. То есть, в принципе, это две страны, которые, во-первых, это две страны, которые являются локомотивами Европейского Союза. То есть, мнение этих двух стран практически это мнение Европейского Союза. За редким исключением и небольшими возможными отклонениями. Хотя, как правило, консенсус до сих пор, надо отдать должное, консенсус в Европе существует. И они его достигают. Даже по самым таким критичным вопросам или вопросам, которые вызывают большие разногласия. Ну вот Олаф Шольц тоже четко сформулировал, я так понимаю, это позиция Германии. И она же, скорее всего, ляжет в основу позиции Европейского Союза. Вот такая вот и интересная новость из Германии. И следующая новость. Соединенные Штаты сообщили о том, что первая партия боевых машин пехоты Брэдли уже в Украине. Не уточняется где, сколько, но тем не менее об этом сообщило транспортное командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, что первая партия Брэдли уже находится в Украине. Далее. Новость от нашего правительства. Очень, кстати, об этом тоже говорил в одном из своих, по-моему, вчерашнем вечернем своем обращении, говорил президент Зеленский, о том, что завтра, 2 февраля, состоятся первые в нашей истории межправительственные консультации между правительством Украины и Европейской комиссией. Это, я скажу так, что это будут судьбоносные переговоры, потому что это уже прямые переговоры о порядке вступления Украины в Европейский Союз. И действительно, это впервые в нашей истории на таком уровне такие переговоры завтра пройдут. Я так понимаю, что они будут проходить в Киеве. И 3 февраля, это тоже судьбоносное решение, 3 февраля проходит саммит Украина-ЕС, и он тоже будет проходить в Киеве. Не сомневаюсь, что Россия попытается предпринять какие-нибудь гадости, но скажу так, что у нас есть помещение, обеспечивающее безопасность для европейских лидеров, которые приедут в Украину для того, чтобы принять участие в этом саммите. Так что, видите, действительно разговоры о том, что Украина должна как можно быстрее вступить в Европейский Союз и НАТО. С НАТО пока таких подвижек нет, но с Европой, видите, подвижки очень пошли и очень быстро пошли. Следующее.
в ближайшее время, я так понимаю, либо сегодня, ну, знаете, да, у нас там 9 часов разницы с Соединенными Штатами, имеется в виду с восточным побережьем США. Так что, скорее всего, это может произойти сегодня до глубокой ночи. То есть сегодня в Соединенных Штатах планируется объявить о еще одном новом очередном пакете помощи, военной помощи Украине на сумму в 2,2 миллиарда долларов. То есть, видите, да, помощь пошла 2,7 миллиарда долларов в предыдущий пакет. Мы еще не успели его получить полностью, сейчас только первая заходит техника, и уже будет оглашен пакет помощи на 2,2 миллиарда. Об этом сообщает издание Reuters. Еще один прорыв произошел. Вообще пошла тенденция разворота в сторону Украины, в сторону того, что вопрос, точнее итог этой войны должен быть определен на поле боя. То, о чем мы говорили с самого первого дня, что нет возможности в данном случае договориться. Почему? Потому что Путин не собирается идти на уступки и компромиссы. Вывод войск с территории Украины для Путина неприемлем. Поэтому нет основы для переговорного процесса. Так вот, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль изучает другие варианты помощи Украине, кроме гуманитарной. Слово «другие», насколько я понимаю, подразумевает в том числе и военную помощь. Некоторые издания начали писать уже там типы вооружений, которые якобы собирается передать Израиль. Я бы не спешил с такими быстрыми выводами. Я думаю, что давайте дождемся, что означает «другие варианты». Но в любом случае я надеюсь, что это означает, это говорит тоже еще в один, будем так говорить, еще один плюс в копилку того, что мировое сообщество и такие страны, как Израиль, начинают понимать, что надо помогать Украине вооружением, для того, чтобы чем быстрее нам дадут и чем больше нам дадут вооружения, тем быстрее эта война может закончиться. То есть единственный шанс закончить эту войну — это нанести полный разгром Российской Федерации на поле боя. Вот такая вот. И еще парочка новостей. В Украину приехал президент Австрии Вандер Беллен. Прибыл в Киев с официальным визитом. Очень интересный, на мой взгляд, очень интересная ситуация. И очень интересно посмотреть итоги визита, как президент Австрии скажет свои впечатления и что он выскажется в плане поддержки Украины. Потому что вроде как с политической точки зрения Австрия поддерживает Украину, но вчера было объявлено официально, что достигнута договоренность между премьер-министром Венгрии и премьер-министром Австрии. И эти два премьер-министра совместно сделали заявление, что никакой военной помощи Украине эти две страны оказывать не будут. И тут к нам приезжает президент Австрии. Очень интересно посмотреть, как он прокомментирует, послушать, как он прокомментирует заявление премьер-министра Австрии, которое состоялось вчера. О том, что оружие, а пулемет я вам не дам, как говорил, да, герой в фильме «Белое солнце пустыни». Но посмотрим. Сегодня, я так понимаю, визит проходит. Каковы его итоги, уже будем знать ближе к вечеру. Также сегодня в Киеве приехала вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Эккарт. Такая даже фамилия, которая навеивает, двойная фамилия, которая навеивает воспоминания Второй мировой войны. Но тем не менее. Так что тоже посмотрим, что... Но это в основном политическая поддержка. Бундестаг, вы знаете, это парламент Федеративной Республики Германии, и они обеспечат, но решения Бундестага для нас очень важны. Так что посмотрим, что они нам привезли и чем закончатся, какими заявлениями закончатся визиты. Очень нравится, что, смотрите, надо отметить, что вот этот парад визитов, он продолжается.
И то, что вот мы говорили еще с вами несколько месяцев назад, что на сегодняшний день в цивилизованном мире, в мире стран, поддерживающих Украину, и в мире стран, которые стоят на стороне демократии, на сегодняшний день мувитон не посетить город Киев. Причем несмотря на то, что в нашей стране идут активные боевые действия. Причем настолько активные, что их можно по некоторым параметрам приравнять к сражениям Второй мировой войны. Ну и на пасашок, как всегда, приготовил, на мой взгляд, наиболее интересную, точнее новость, которая заслуживает особого внимания, и которая свидетельствует о далеко идущих и, возможно, глобальных процессах. Вы знаете, я напомню, что Международный олимпийский комитет выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 33-х, которые пройдут в 2024 году в Париже. Так вот, наш президент Владимир Зеленский заявил о том, что мы будем, если это решение не будет отменено, и даже если их допустят под флагом олимпийского движения, то есть без флага и без гимна, не представляющих эти две страны, то Украина в любом случае, если их допустят к Олимпийским играм, этих спортсменов из России и Белоруссии, мы будем бойкотировать эти игры. Так вот, уже есть первая страна, которая не успела остыть или заглохнуть эхо этого заявления, сделанного президентом Украины, как появилась первая страна, которая тоже, Латвия, отказалась участвовать в Олимпийских играх вместе с Российской Федерацией и Белоруссией. Это говорит о том, что такая позиция Международного олимпийского комитета может вызвать раскол в олимпийском движении. И если они не пойдут на отмену своего предложения, на отзыв своего предложения, то в результате мы можем получить 2 олимпийских комитета или 2 олимпиады в цивилизованном мире. Ну, посмотрим. Тоже очень далеко идущее заявление, точнее не заявление, а тенденция. Вот, посмотрим, чем она закончится. Думаю, что нас поддержит большинство стран, и Олимпийский комитет все-таки свое предложение отзовет, и спортсмены из России и Беларуси не будут участвовать, пока в этих странах не будет нормализована внутренняя ситуация в плане демократизации общественного строя. Ну что ж, вот такие вот военные и военно-политические события произошли на сегодняшний день в мире, в Украине и вокруг нас. На этом первую часть нашего видео я заканчиваю. Делаю паузу по традиции. У вас есть время подписаться на мой канал. Кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, ответами на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. Итак, первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Вот все говорят армия НАТО. Ну что это означает? Это все вооруженные силы всех стран или это определенные группы войск от каждой страны, входящие в коалицию? Спасибо за ответ. Это часть вооруженных сил стран, которые подчиняются единому командованию НАТО. То есть в каждой стране, которая является членом НАТО, есть вооруженные силы. Это нормально, это один из институтов государства, любого государства. Так вот, в этих вооруженных силах есть контингент, который входит в состав войск НАТО. И в мирное время, в повседневной деятельности этот контингент занимается боевой подготовкой в составе вооруженных сил своей страны. Но в оперативном порядке этот контингент подчиняется командованию сил НАТО. В НАТО просчитаны несколько основных вариантов ведения войны, от полномасштабной до вооруженного инцидента. И, соответственно, в зависимости от этих вариантов определена
количественное и качественное, количественный и качественный состав группировки войск для решения той или иной военной проблемы. И в зависимости от географии, в зависимости от согласия страны, члена НАТО, командование войск НАТО имеет право создавать военную коалицию или вооруженный контингент войск из состава тех войск, которые выделены этой страной. То есть, вот, допустим, в стране 200 тысяч вооруженных сил, из них 50 тысяч могут входить в состав вооруженных сил НАТО или входят в состав вооруженных сил НАТО. Так вот, командование НАТО может эти 50 тысяч использовать в целях создания общей коалиции, объединенной коалиции НАТО, и использовать их в вооруженных конфликтах и в военных операциях. То есть заранее согласие страны уже дано. И командование НАТО может использовать как весь контингент, допустим, все 50 тысяч по необходимости, так и частично, вплоть до 1 тысячи человек или 1 батальона. Все будет зависеть от той группировки, которую будет формировать НАТО для решения той или иной военной задачи. Вот что такое войска НАТО. Так что не все вооруженные силы входят, это какая-то часть этих вооруженных сил может быть задействована в решении военных проблем, которые возникают или которые берет на себя решать Альянс. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу вероятных наступлений. Про север все понятно. Сейчас здесь все поплыло. Десна, поля вокруг, мосты. Если опять взорвать те мосты, которые восстановили, то вплавь нереально. Говорят о Харьковском направлении. Но есть еще один путь, о котором молчат. Это трасса Москва-Киев. Крепкая, твердая, как раз для тяжелой техники. Рек, разлившихся, и болот на этом направлении нет. Дорога прямая. И я так понимаю, всю не разбить. А участки восстановить — это не мост через Десну или переправу навести. Поговаривают местные о разминировании с той стороны полей. Возможно, для прохода и нового вторжения. И вот что еще сильно настораживает. Обстрелы Сумской области постоянны, но приграничные участки. А вчера прилетела в Шостку сбитая ракета. И сегодня тревога только по Сумской области была, чего не было ни разу от начала войны. Такое впечатление, что что-то туда притащили дополнительно. Если это возможно из соображения безопасности, хотелось бы услышать ваше мнение. Там могло бы... Дело в том, что, смотрите, мы постоянно наращиваем оборудование границы в инженерном отношении. То есть строятся рубежи обороны и проводятся учения с войсками. Там везде, у нас везде есть войска. Везде. И это, кстати, для нас с одной стороны хорошо, а с другой стороны это дело создает некоторую проблему, потому что мы вынуждены держать под ружьем очень большой контингент войск. И они растянуты вдоль всей границы. Это вот, кстати, к тому, что задавали вопрос. Вот у нас 900, почти 1 миллион под ружьем, а на фронте у нас практически соотношение 1 к 1. 300 тысяч с их стороны, где-то 300 тысяч с нашей стороны. И вот это идет тяни толкай, перетягивание канатов. Вот. А именно все из-за того, что у нас тысячи километров границы с нашими вероятными противниками. Я имею в виду Беларусь и Белоруссию, и с нашим противником, страной-агрессором Российской Федерации. Вот. Поэтому я бы не сказал, что вы говорите, прилетела сбитая ракета. Может быть, ракету просто сбили над Шосткой, которая летела куда-то дальше, в глубину страны, и она упала там. А то, что Сумская область, к сожалению, величайшему сожалению, подвергается обстрелам. Посмотрите, Харьковская область, тоже постоянные обстрелы. И существует дорога Харьков-Киев, которую, кстати, перед войной прекрасно отстроили. И сделали ее довольно хорошую, качественную. Вот. Но сегодня я бы не сказал, что это влияет на события. Почему? Потому что сегодня не будет повторения 24 февраля
2022 года. Сегодня колонны будут остановлены и в бой они ввяжутся именно на государственной границе Украины. Так что не может быть такого, что это первый момент. И второй момент, у меня вопрос, где колонны? То, что они там снимают мины, не снимают мины, может они меняют минные поля. Мины могут сниматься еще для того, чтобы обеспечить работу диверсионно-разведывательных групп. Чтобы свои же диверсанты, которые могут пытаться создавать провокации на границе, не подорвались на своих же минных полях. Потому что устанавливают одни, а ходят другие по этим лесам и по этой местности. Вот. Поэтому вот такая вот ситуация. Я, например, лично верю, доверяю нашей разведке и тем более западной разведке. И они подтверждают, и наша разведка говорит, и западная разведка подтверждает, что нету накопления войск и формирования ударных группировок. И мы увидим, поверьте, как только эшелоны пойдут, и там батальоны такие, кстати, они отказались от БТГ, от батальона тактических групп. Как только там войска начнут накапливаться, мы будем об этом знать. Естественно, мы будем занимать оборону и будем готовиться к отражению этого вторжения. Ну а с учетом особенностей местности, как вы сказали, что там все поразливались, все реки, и у вас там все чавкает и квакает под ногами, то, конечно, говорить о каком-то наступлении сейчас, это тем более нереально. Так что я думаю, что ракета, я уверен, что прилетела не специально. Тем более, что вы сами говорите, что она сбита по городу Шостка. Давно хочу спросить, в чем разница между ВСУ и НГУ? И те воюют, а все восхваляют восхваление в сторону ВСУ. Почему так? Вооруженные силы Украины — это армия. Это основной, это костяк сил обороны страны. Национальная гвардия Украины — это немножко другое. В разных странах по-разному. В большинстве стран мира Национальная гвардия Украины, Национальная гвардия является составной частью вооруженных сил. И это что-то вроде как внутренней армии. У нас она, на мой взгляд, к сожалению, не знаю, разные мнения, не хочу претендовать на истину, но у нас Национальная гвардия Украины относится к Министерству внутренних дел. И она у них на довольстве и на снабжении, хотя и по закону Украины это является инструментом, напрямую подчиняющимся, и инструментом президента страны. Так вот, разница в том, что армия страны, она обеспечивает обороноспособность и борется с внешним врагом. Она защищает суверенитет и территориальную целостность страны. Национальная гвардия обеспечивает поддержание конституционного строя в середине страны. Вот почему ее называют иногда внутренней армией. Это ее основная задача. Соответственно, она вооружена. У нее нет тяжелого вооружения. Как правило, у Национальной гвардии нет тяжелого вооружения. У них есть бронемашины, у них есть стрелковое вооружение, но у танков, артиллерии, самолетов у них этого ничего нет. Поэтому Национальная гвардия, она воюет в составе сил обороны, но на поле боя она в основном представлена подразделениями специального назначения. Или добровольческими формированиями от частей Национальной гвардии в виде батальонов. Это не те добробаты, это регулярные батальоны, просто они сформированы из лиц, которые заявили желание пойти именно на ноль, на передний край и воевать вместе с вооруженными силами Украины. А так, в основном, задача Национальной гвардии — обеспечение правового порядка или конституционного строя на подконтрольных нам территориях. Они идут во втором эшелоне за вооруженными силами Украины. Поэтому так и НГУ присутствует, но, еще раз говорю, в виде вот таких подразделений специального назначения. А вот ВСУ — это их непосредственная задача. Они воюют всем своим боевым составом. В этом и разница.
Защита от внешнего врага и защита от внутреннего врага, соответственно. Здравствуйте, очень интересует отечественное вертолетостроение. Мы что-нибудь производим на данный момент или это все советская сборка? Смотрите, на данный момент, я так понимаю, мы не производим. Потому что я помню, что летом были сообщения во время ракетных обстрелов, особенно и осенью массированных ракетных ударов, в том числе удары наносились по территории завода Мотор Сич. Это у нас, кстати, основной завод. Но, насколько я помню, перед войной были сделаны несколько громких заявлений. И даже на одной из выставок был представлен. Мы сделали полный цикл производства вертолетостроения. Мы даже показали какой-то свой вертолет, отечественный вертолет, который может делать. У нас не хватало в основном механики производства вертолетов, то есть редуктор, винтовой редуктор, что является самым главным узлом и агрегатом в вертолете. Так вот, говорили, что сделали этот редуктор и мы можем производить вертолеты. Но на данный момент, насколько я понимаю, все, что на сегодняшний день есть в составе вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, там, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы, государственной пограничной службы, это все либо это старая советская сборка, которая обслуживается, ремонтируется уже на сегодня и сейчас. И либо это купленные вертолеты, вот как Министерство внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям закупило те же вертолеты Airbus, который, к сожалению, вот разбился в Броварах, вот, импортного производства. Но личного производства, что вот made in Ukraine, на сегодняшний день, к сожалению, нет. И это обусловлено только войной, которую мы сейчас ведем. Скажите, как называется оружие, видимое в ночном небе как лазерный пунктир, описывающий определенную траекторию и висящий, остающийся на одном месте, на какие цели оно направлено? Смотрите, лазерный пунктир в ночном небе — это трассирующие боеприпасы. Есть такой порядок снаряжения, это может быть, скорее всего, если в небе, то это зенитные пулеметы или зенитные установки. Вот ЗУ-23-2, они все имеют трассер. В хвостовой части патрона есть трассер. И это сделано для того, чтобы этот самый оператор-наводчик видел, куда он стреляет. И они иногда они описывают такие как бы полудуги, дугу описывают в небе и движутся по небосклону. Иногда они стоят на месте и летят в одну точку. Делается следующим образом. Прожектор или радиолокационная станция определяет местоположение воздушной цели, потом открывается по ней огонь, и вы наблюдаете вот этот вот лазерный пунктир из трассирующих боеприпасов. Это делается специально для того, чтобы видеть, куда ведется огонь. И, кстати, другие средства могут присоединиться, потому что они видят, в какую точку летят эти боеприпасы. Также в помощь им включаются зенитные прожекторы, которые подсвечивают цель. И вот когда цель попадает, вот когда шахедами по нам били последние налеты, очень много появилось видео, где вот эти зенитные прожектора включаются, они ловили этот шахед в свой луч, несколько прожекторов направляется, прям как фильм Второй мировой войны, я вам пересказываю. И все видят этот шахед в перекрестии лучей прожекторов и в него начинают стрелять. И тогда мы видим, что куда летят патроны, попадают, не попадают. Надо корректировать огонь, не надо корректировать огонь. Вот что вы, скорее всего, видите в небе. Если я вас правильно понял, конечно. Чем БМД отличается от БМП? У БМД есть парашют, наверняка, наверное. Нет, у БМД парашюта нет. Давайте расшифруем. Это аббревиатура. Первая расшифровывается как БМД, это боевая машина десанта.
Вторая расшифровывается как БМП, боевая машина пехоты. Разница между ними в том, что БМД имеет более компактные размеры, и она имеет возможность ложиться на брюхо. Как правило, подвеска, ну вот во всяком случае в советских образцах БМД на сегодняшний день используется гидравлическая подвеска, которая дает возможность машине ложиться на брюхо. Задачи у них абсолютно одинаковые. Это и в том случае это поддержка и прикрытие пехоты. Только там пехота сухопутная, здесь пехота крылатая. Как я уже вам говорил эту проговорку, здесь пехота крылатая. Выброска техники из самолетов осуществляется с помощью транспортных платформ. И на эту транспортную платформу в зависимости от грузоподъемности парашютной системы может ставиться как БМП, так и БМД. То есть и та машина может выбрасываться с транспортника на парашюте. Но БМП, она и предназначена для выброски с парашютов. Там компоновка машины сделана таким образом, что она рассчитана на это. А вот, допустим, БМП, если есть необходимость ее десантирования, то тогда ее необходимо готовить. А готовится она именно таким образом, что все должно быть закреплено в машине, потому что там болтанка сумасшедшая. Вот этим вот они в принципе и отличаются. А так, в общем, вооружение у них примерно плюс-минус одинаковое, и характеристики у них примерно одинаковые. По вместимости десанта, по запасу хода, по способности преодолевать водные преграды, то есть они обе плавающие. Вот. Ну и, соответственно, задачи у них тоже примерно одинаковые по поддержке пехоты. Там десанта, а тут в виде десанта, а тут в виде обычной сухопутной пехоты. Американские танки светлой расцветки. Придется ли их перекрашивать для украинской местности в более темные цвета? Конечно. Но это же вообще не проблема. Вы посмотрите, какая у нас скорость перекраски машин, которые поступают в вооруженные силы Украины. Причем да, тут надо отдать должное и сказать огромное спасибо нашему волонтерскому движению, который даже просто объявления пишут в социальных сетях, что кому нужно нанести камуфляж, причем камуфляж 3-4 цветка, 2-цветка, пиксельный камуфляж, любой вариант. Поэтому это вообще не проблема, вообще не вопрос перекрасить эти машины или нанести на них камуфлирование в зависимости от времени года. Ну, естественно, потом еще взять кисточку и белой краской нарисовать тактические знаки нашей техники и вооружения, которые применяют силы обороны Украины. Так что не проблема изменить цвет техники. Главное, чтобы техника была. Краску мы всегда найдем. Что помешало или кто помешал агрессору захватить Харьков в первый месяц войны? Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны. Вот, кстати, территориальная оборона в приграничных областях сыграла ключевую роль в плане обороны городов. Это раз. И второе, надо еще отметить такой момент, что российские войска оккупационные, когда входили в Украину, они не особо стремились брать большие города. Они шли вглубь страны. Они же рассчитывали, что сопротивления не будет, потом зайдем в города. И встречая сопротивление, точнее, они хотели войти в города, но когда встретили сопротивление, они не стали их штурмовать. Они оставили часть войск для продолжения, для атак на этот город с целью войти в него. А основные силы российских войск, если вы помните, в первые недели шли колонны вглубь страны, в основном старались стянуться к Киеву. Но города не смогли они захватить только по причине того, что либо там были вооруженные силы Украины и территориальная оборона. В основном, кстати, знаю, что по
Сумам знаю, что там территориальная оборона очень себя сильно проявила. Ну и в Харькове то же самое. И там в Харькове еще была часть наших вооруженных сил, были части, точнее, вооруженных сил, которые которые давали отпор российским войскам. Там было довольно много артиллерии, я помню, что она работала очень хорошо, работала авиация, ну и еще раз повторюсь, территориальная оборона. И это не было главной задачей российских войск в момент вторжения. Они шли вглубь страны с максимальным захватом территории и с походом на Киев. Встречая крупное сопротивление, они оставляли гарнизон, который продолжал штурмы этого населенного пункта, вот, а основные силы уходили вглубь страны. Опираючись на ваш багатий досвід у військовій справі, скажіть, будь ласка, на скільки відсотків змінилася наша віра в нашу перемогу порівняно з 24 лютим 2022 року, минулого року, за год? Я вам скажу так, что она не изменилась. Я, в принципе, все равно надеялся, и, допустим, что Киев не падет. И готовность была идти и защищать, она была, есть и будет. Я скажу так, что, скорее всего, вера укрепилась. За эти 11 месяцев войны стало понятно, что Россию можно разгромить. И что победа это не какая-то иллюзорная идея, непреодолимая или нерешаемая на сегодняшний день. Нет, она осязаемая, и она вполне вероятна. И она наступит. Особенно сейчас, когда так кардинально меняется позиция наших стран-партнеров, я имею в виду в поставках вооружений, так мы уже начинаем с вами делать прогнозы, строить какие-то планы на ближайшее будущее в плане нашей перемоги над Россией. Поэтому она не изменилась, она просто укрепилась. И в эвакуацию, допустим, вот моя семья уезжала только потому, что тут были бои, но российские войска не дошли сюда. А тут были артиллерийские дуэли, и просто погибнуть под разрывом российских снарядов было бы глупо. Поэтому решение было принято, и была эвакуация. И то только на период, пока здесь были активные боевые действия. Вот такая вот ситуация. Так что в процентном отношении 200% того, что к 100% уверенности в нашей победе добавилось еще 100% того, что мы победим. Что такое система «Мертвая рука», насколько она опасна и реально ее применение? С наилучшими пожеланиями из Алматы Гульбаршин. Вот. Извините, тяжело читать такие незнакомые фамилии. Системы «Мертвая рука» практически, наверное, в живых уже нет. Давайте объясним, что такое мертвая рука. Система «Мертвая рука» – это система ответно-встречного ядерного удара или ответного ядерного удара, который должна была произвести система, разработанная в Советском Союзе. Еще ее называли «Периметр». Вот вы можете в Википедии найти ее под названием «Система Периметр». «Мертвая рука» это классификацию дала НАТО. Они так ее назвали. Вот, допустим, ракету СС-18 американцы назвали «Сатана». И к ней вот приклеилось это прозвище. Систему «Периметр» в Советском Союзе, созданную Соединенные Штаты, в Пентагоне назвали, или в НАТО назвали «Мертвая рука». Она так вот пугающе называется. Что за система? Была система командных ракет, и она работала на основе стационарных пусковых установок. Сегодня ее применение крайне осложнено, даже если бы она сохранилась. Ее применение было бы крайне осложнено, потому что большая часть ядерных сил Российской Федерации переведены в режим мобильных комплексов. А система была построена и основана на стационарных пусковых установках, то есть на шахтах.
И принцип ее был такой, что если бы США первыми нанесли ядерный удар по Советскому Союзу и все умерли, то тогда, почувствовав или сейсмодатчики определив ядерные взрывы на территории Советского Союза и не получив в течение какого-то времени, 30 минут, команды на ответный пуск, эта система активизировалась, пускала командную ракету, которая выходила на орбиту и опрашивала все стоящие на боевом дежурстве ракеты и пусковые шахты. Те шахты, которые отвечали, они программировались на цель, и все ракеты, которые были в состоянии взлететь, пускались вот этой командной ракетой. Вот это называлась система «Периметр». Она опрашивала всех. Американцы ее назвали «Мертвая рука». И таким образом наносился ответный удар по территории, допустим, Соединенных Штатов, если бы оттуда прилетели, или по территории Европы, если бы, допустим, першинги бы прилетели с ядерными зарядами из Европы, с баз НАТО. Вот именно поэтому после разработки этой системы было высказано предположение, слава богу, оно еще до сих пор является предположением, что ядерный конфликт не имеет разрешения, что это последняя война, которая будет на планете, которая может привести к полному уничтожению нашей цивилизации, к человеческой цивилизации. Так вот, в 1995 году, после заключения договора ОСНВ-1, точнее, то есть ограничений стратегических наступательных вооружений, эта система была отключена. Потом было несколько попыток ее возобновления. Последняя попытка была в 2008 году, но командующий РВСН на тот момент сказал, что нечего подключать. Шахтных пусковых установок практически не осталось. И восстановить эту систему, чтобы она работала, на сегодняшний день невозможно. В Советском Союзе она была, но в 1995 году она была в рамках договора была отключена. И с тех пор на боевое дежурство она не ставилась. Поэтому на сегодняшний день эта история, это раритет, и мы можем просто с вами о ней поговорить. Вот. Для того, чтобы, так что не бойтесь, этой системы на сегодняшний день в живых не существует. Ну что ж, на этом мы, наверное, тоже вторую часть на сегодняшний день будем заканчивать, то есть ответы на ваши вопросы. И у нас остается по традиции третья часть, это оглашение приветствий, комментариев и пожеланий, которые вы прислали в предыдущем видео. И первым комментарием, который прозвучит сегодня, будет следующий. Белорусская армия не будет напрямую участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Слишком непрочен лукашенковский режим. Но сам факт предоставления своей территории для войск агрессора ни в коем случае не снимает с Лукашенко и его приспешников ответственность за прямое соучастие в данной агрессии. Михаил, родное Подмосковье. Ну, вы абсолютно правы. Я даже напомню еще, что Парламентская ассамблея Совета Европы не зря проголосовала резолюцию о том, что по созданию военного трибунала над военными преступниками Российской Федерации и Республики Беларусь. То есть одинаково Беларусь ставится международным сообществом, Белоруссия ставится на одну ступеньку с российским агрессором, с российским фашизмом. Победа будет за Украиной. В этом у нас нет никакого сомнения. Путинский фашизм не пройдет. Путлер капут. Филадельфия. Вот такое пожелание. Радарим в Литве. К концу второго дня собрали уже 2 миллиона евро. Темп по миллиону в день, возможно, на третьи сутки не продержится. Но цель в 5 миллионов будет превышена. Это точно. Спасибо вам большое за эфир и за комментарий об израильских радарах. Будем радарить, чтобы помочь защитить Украину. Вот такой. Спасибо вам. Слава Украине! Здравствуйте, Олег. В свое время вы подняли вопрос о применении зенитных установок в
противодроновой борьбе. И сейчас шахеды практически полностью ими уничтожаются. Я мариуполец в оккупации. Несколько месяцев мы были без связи. С большим трудом на самой границе эфира через помехи удавалось услышать новости на радио «Промень». Праздник души. На средних и длинных волнах Украина не присутствует. FM враги блокируют. Как считаете, возможно ли исправить положение? Это очень важно для людей, не имеющих другой возможности для получения объективной информации. Смерть врагам. Смотрите, к сожалению, возобновить вещание на средних и длинных волнах, я думаю, что на сегодняшний день это нереально. Оборудование наверняка уже давным-давно устарело, если оно еще где-то и сохранилось. Потому что все перешли на цифру, все перешли на FM-диапазон. Даже УКВ-диапазон сегодня практически не используется. Но я вам скажу, что вы забыли о самом чудодейственном средстве связи – интернет. В интернете есть прямая трансляция и радиостанций, и телевизионных каналов, и соответственно, социальные сети. Это самый такой большой клондайк, я бы сказал, информации, причем любого характера. Поэтому, если у вас есть сигнал, значит, есть какая-то возможность хотя бы в режиме там 2G или 3G получать доступ к мобильному интернету. Загружайте, если сайты блокируются, загружайте приложение VPN и подключайтесь через удаленные серверы, и вы будете иметь доступ. Это еще никто не обошел, ни один Роскомнадзор это не запретил. Поэтому подключайтесь, слушайте, смотрите и читайте новости через интернет. Кстати, вот вам ответ на ваш вопрос. Мессенджер сигнал. Нет, это ответ на комментарий по поводу Вайбера. Кстати, первое объявление в предыдущем видео, во вчерашнем видео за 31 января, в комментариях я закрепил сверху первым комментарием, там большое развернутое пояснение по поводу прослушки мессенджеров на оккупированных территориях, каким и как пользоваться, и какие опасности существуют, что можно прослушать, что нельзя. Пожалуйста, кого этот вопрос интересует, посмотрите, почитайте и примите к сведению. Плюс еще в дополнение к тому комментарию большому, там очень большой комментарий, я поэтому не стал его зачитывать, я его закрепил вверху, он стоит первым комментарием к вчерашнему видео. Еще вот люди пишут, что мессенджер сигнал можно використовувати на оккупованных территориях. Сигнал — это наша отечественная разработка. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, ее сигнал разрабатывали наши военные. Следующее. Вітання з Німеччини. Звичайні розумні німці за Україну. Перемоги скорішої нашому українському народові. Дякую, пане полку, за щоденну інформацію. Ой, не то. Прошу прощения, я не то немножко нажал. Далеко ходить не надо. Посмотрите, как в Америке строят. Вот это, кстати, к строительству, то, что я вчера рассказывал. Покупается участок большой, межуется на много маленьких. Каждому подводят дорогу нормальную, с ливневкой и все коммуникации. И только потом начинают возводить дома или продавать участки под строительство. Ну, я думаю, что мы придем к какому-то консенсусу в плане облегчения инвесторам вкладывать деньги в подъем, точнее в восстановление, особенно жилого фонда в Украине. Израиль также помогает нам победить, так что им тоже огромное спасибо, особенно простым гражданам, которые собирают деньги для Украины, хотя сами ежедневно под угрозой войны. Ну, они не просто они в состоянии войны, де-факто. Да, к Израилю огромное спасибо.
Вознаграждение за пригнанную технику, боевой самолет, корабль первого или второго ранга 1 миллион долларов. Это вот к тому, что про танк. Да, я ошибся на целый порядок. Я сказал 10 тысяч, и вы написали маловато. Действительно, за танк 100 тысяч платят. Боевой вертолет, корабль третьего или четвертого ранга 500 тысяч долларов. Суда военного вспомогательного обеспечения 200 тысяч долларов. Танк, наземная артиллерия самоходная 100 тысяч долларов. Так что вот тому человеку, который спрашивал, сколько дадут за танк, 100 тысяч долларов дадут за танк. Это уже из прейскуранта. Если не ошибаюсь, еще в апреле отправляли наших летчиков для обучения на F-16. Учеба полгода. Или только я это помню. Не только вы это помните, я тоже об этом постоянно говорю, только обучение может составить от 6 до 11 месяцев. И я, кстати, обращаю внимание на то, что именно в марте месяце текущего года будет 11 месяцев с момента начала обучения. То есть как раз они будут готовы сесть за штурвал и прилететь в Украину. Кстати, уже появляются некоторые высказывания аналитиков и военных экспертов о том, как будут размещаться, какой порядок будет там размещения на территории Украины. Вот. Так что уже народ детализирует там, до мелочей присутствие этих самолетов в Украине. Кстати, населенные пункты Сака и Ванцетти, о которых вчера говорилось в оперативной сводке Генерального штаба, это село Солидарской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. Население по переписи 2001 года составляет 3 человека. Так вот, Сака и Ванцетти это одно, ну, судя по тому, что 3 человека прописаны, то я так понимаю, что это, скорее всего, больше даже не село, а хутор. Его, ну, я не знаю, есть ли у нас такая категория, по-моему, нет категории хутор, у нас есть категория село, самая мелкая. Ну, значит, это село, Сака и Ванцетти. Сегодня его, кстати, в сводке уже оно не фигурирует. Вот комментарий очень интересный и познавательный из Израиля, я так понимаю. Семейство Spike, это противотанковый ракетный комплекс, о котором вчера я говорил. Он на 2-м месте в рейтинге, мировом рейтинге ПТРК. Разрабатывалась 30 лет и проверялась в боевых условиях все эти годы. Последняя разработка из этого семейства запускается с земли, машин, БМП, с беспилотника и с вертолета. В том числе, даже если вертолет не видит самой цели, запускается, а попадание в цель контролируется оператором дрона. В Цахал проходил под псевдонимом Тамуз. То есть Спайк был зашифрован под названием Тамуз, когда проходил испытание в армии обороны Израиля, которое называется Цахал. Огромное, безмерное, бесконечное спасибо народам Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Сербии. Вот это действительно братские народы. То, насколько каждого из них колышет за судьбу украинцев, то без какой оглядки они помогают и поддерживают, сколько всего передали, собрали, поддержали на политическом и культурной арене. Как закончится война, обязательно приеду в каждую страну, вернуть хоть частичку своим туризмом, с любовью из Киева. По скриптум, вот интересным по скриптум, вы, русские, действительно вернули братские народы и союзы славян. Вот только вы ко всему этому не относитесь из-за самих себя, своих действий или бездействий. Вот такой вот. Ну что ж, вот на таком позитивном комментарии. Нет, еще один комментарий, но не могу его не зачитать. Вот он действительно будет крайний на сегодняшний день. А звучит он следующим образом. Конечно, после захвата русскими завода шампанских вин, имеется в виду в городе Бахмуте, наступление замедлилось. Отдайте им ликероводочные, можно будет и контратаку провести. Ну вот на таком, наверное, более мажорном комментарии мы на сегодняшний день с вами закончим это видео. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Большое вам спасибо.
Кто не подписан, еще раз приглашаю, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну и огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а ми з вами продовжуємо вірити Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!